Здравствуйте! Здравствуйте! Вещаю сейчас из Катманду. Нашла такое спокойное, красивое местечко здесь. В Катманду, конечно, это найти нелегко. Безумный город, безумный хаос, безумные пробки, люди, пыльно, безумно. Поэтому здесь очень нужно ходить прямо в экипации, прямо в кепке, в маске, в очках. Ну вот, чтобы вы понимали, вот так все и происходит. Очень шумно, очень пыльно. Не знаю, видно или нет. И не знаю, слышно ли меня. Здесь еще немного машин, это спокойная улица. Обычно здесь все намного хаотичнее. Вот, местные. Сейчас реально не сезон, потому что, мне кажется, среди туристов гуляю только я. Поэтому иногда я смахиваю за местную. И это еще не туристический сезон, то есть очень много именно местных людей. Это город, как и все, наверное, индийские, непальские большие города, это на самом деле ад на земле. Вот, поэтому это такой немножко отзыв хочу оставить именно о Катманду. Не приезжайте сюда надолго, да, то есть только проездом, езжайте сразу в горы или езжайте в монастыри, священные места, потому что здесь, конечно, хаос. Но для меня это опыт, я здесь пожила, получается, вначале приехала, я здесь жила 4 дня, и сейчас я живу здесь тоже проездами по 2 дня. Какое у меня сложилось впечатление, да? Люди, конечно, если брать обычное население, малоосознанные. Здесь преобладают животные инстинкты, люди живут на грани выживания, уровень жизни очень низкий. И, к сожалению, о никакой духовности здесь, именно в Катманду и в городах Непала говорить нельзя. Даже в маленьких деревушках, где я была, тоже люди, они простые, они просто живут. Здравствуйте. Иду я по непальской горной деревушке. Приехала я сюда недавно, была пару дней в Катманду и решила, нужно в горы, потому что Катманду город. А здесь вот такая красота. Местные люди, пасутся козы, гуси, лебеди. Знаете, иду я здесь и думаю, для одних людей это экзотика. Кто-то едет в Непал, чтобы посмотреть, как люди живут очень бедно, но при этом счастливы. Другие едут за Гималаями, за этими невероятными природными явлениями. Кто-то едет за религией, за просветлением, буддизм, иудаизм. Каждый что-то ищет. И знаете, гуляя здесь, мне приходит все о том, что все поиски ведут в одно место. Все поиски ведут домой, там, где мы были рождены. Сколько я не путешествую, я замечаю эту взаимосвязь. Самое сильное место силы – это твой личный дом, где бы ты ни родился. Потому что душа не зря выбрала там родиться. Но это нужно почувствовать, к этому нужно прийти. И когда к этому приходишь, то появляется желание творить. Творить именно в том месте, где ты был рожден. Делать его лучше, делать окружение вокруг себя лучше, привносить весь тот опыт прожитого, всех путешествий туда. Потому что там очень глубокая истина. В том месте, где мы родились, с кем, кто вокруг. Принять его, каким бы оно ни было. Принять, впустить свое сердце. И трансформировать там. Трансформировать в любовь. Из этой любви творить, создавать, делать это место лучше. Я, конечно, понимаю разные пути у всех.
Но суть одна. Знаете, как говорят у нас в Беларуси, где народился, там и пригодился. Ну и, конечно же, мои корни еще из Якутии. Например, здесь гуляя, мне очень хочется туда. Мне даже это чем-то напоминает. И проехав столько тысяч километров, пролетев, попав сюда, я осознаю, что все у меня уже есть в моем родном доме. Я не говорю о духовности как о чем-то таком прямо, что должно быть, да, везде и где-то. Просто я хочу развеять миф, который немножко сложился в Непале, что это супер духовное место, и едьте, грубо говоря, сюда за просветлением. Это не так. Вся духовность внутри нас, внутри каждого человека. И, честно, никакое место силы не раскроет, если изначально в нас самих этого нет, и мы не стремимся к этому. Главное – наша чистота намерения. Но я вернусь к Непалу, именно к Катманду и к таким моментам. Здесь несколько районов в Катманду. Есть индуистские районы, есть более буддистские районы, есть центр, есть более окраинные, есть очень нищие районы, есть разные. Тамель – это, получается, более такой старый город, здесь красиво, много улочек в плане, где продают много всего. Скорее всего, это вообще город, где продают все, начиная, я не знаю, от еды, заканчивая всем, чем можно, что еще можно приобрести. Несколько моментов. Если вы хотите более, как сказать, лакшери, более хорошие кафешки, более интересные европеизированные места, то это район центра, именно где, например, посольство Англии есть здесь, да, то есть это центральная улица, вот, район, где, то есть центральный район. Потому что дальше, даже в том же Тамеле, есть уже кафешки, но они все уже непальские прямо, да, и кушать можно. Я пробовала все, и от местной фастфуд, стритфуд, и также вот как здесь в хорошем, в принципе, это для Непала хороший ресторан. Здесь цены разные. Быструю пищу можно кушать где-то и за, не знаю, за евро, да. Но уже в таких заведениях здесь уже варьируется дешево, конечно, от 5, наверное, до, ну, смотря что вы едите. У меня уходило не больше 8, наверное, евро за счет. Ну, 5-6, вот я бы так сказала, 5-6 евро. Но я не пью алкоголь, то есть я не пью коктейли, ничего такого, вот, что обычно, наверное, дороже. По визе. Сегодня тоже, да, у меня такие расстройства по визе. Делайте сразу надолго. Если вы не знаете, сколько будете пребывать, делайте на месяц хотя бы, потому что в аэропорту это дешевле. Потому что я сделала на 2 недели, и мне пришлось продлевать, иначе будет штраф. Штраф 5 евро в день за продление, за $5 в день. И получается, что я переплатила почти в 3 раза. Вот. Такой опыт. Ну и, конечно, отношение здесь к туристам везде, так как страна на грани выживания, люди бедные, конечно, к нам относятся как к мешку с деньгами. Они думают, что если мы приехали, то с нас нужно брать везде деньги. Это первая страна, где я видела во все храмы, именно в Катманду, я говорю, и видно в городах Бхактапур, нужно платить деньги. Даже в Бхактапуре за то, чтобы зайти в старый город, нужно платить тоже деньги. Вот такой город Бхактапур. На мой взгляд, он один из самых старейших, где сохранилась архитектура. Гуляю, смотрю, вышла специально утром, потому что людей очень много. Сейчас, хотя не сезон, но местных очень-очень много. 6 утра, но еще не так много, поэтому я гуляю. И хочу вам показать, чтобы вы просто на моем фоне видели эту аутентичность. То есть здесь все, я бы не сказала, что прямо очень красиво. Здесь очень энергетически сильное место.
в плане религиозном, в плане буддизма, иудаизма. Бхактапур здесь живут невары, это религия у них иудаизм, то есть здесь очень много именно индийских темплов, храмов, которые здесь везде расположены. И у них каждое утро подношение богам. Да, это небольшие деньги, но тем не менее, то есть такое отношение везде очень потребительское. И честно, среди этих простых людей я не встретила супер добрых, каких-то открытых людей. Нет, все очень на жестких вибрациях, все толкаются, все кричат, все готовы урвать, ну, потому что нужно выживать. Например, уже если я вот Парпинг, где много монастырей, где много мест силы, святых мест, да, там люди другие. Там уже люди, конечно, более познающие Творца в себе, они уже более расслабленные, хоть тоже бедные, но они не стремятся так заработать, для них это не главное. Да? Главное их состояние внутри, быть честными с собой и с их Богами. Это чувствуется очень сильно. Вот, поэтому за духовностью это или в горы Эвереста, уже начиная от 3 и выше тысяч метров, или же это Парпинг, например, где я была. Для меня, наверное, самое такое место, где можно окунуться в это намедитированное уже испокон веков пространство, где даже если вы не медитируете, не чувствуете, вы просто находясь там, уже это впитываете, и все трансформируется в вас внутри. То есть там в какое-то состояние впадаешь такое очень трансцендентное, как будто бы ты между мирами. Вот, поэтому за духовностью это или в горы Эвереста, уже начиная от 3 и выше тысяч метров, или же это Парпинг, например, где я была. Для меня, наверное, самое такое место, где можно окунуться в это намедитированное уже испокон веков пространство, где даже если вы не медитируете, не чувствуете, вы просто находясь там, уже это впитываете, и все трансформируется в вас внутри. То есть там в какое-то состояние впадаешь такое очень трансцендентное, как будто бы ты между мирами. Вот, поэтому было непросто возвращаться сюда, в Катманду, но дальше я поеду в Покхару, хочу же ближе к горам Эвереста подобраться, посмотреть, почувствовать, как там. Вот, поэтому у меня такие, наверное, отзывы о Непале. Неоднозначный Непал, очень неоднозначный, многоликий. И каждому, я думаю, он открывается по-разному.